Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаем для представителей знака Стрелец. Расклад мы делаем на следующую неделю. Это неделя с 15 по 21 декабря. Давайте мы посмотрим, что же ожидает наших дорогих стрельцов. Какие карты сегодня вам выпадут и к чему вам, собственно, следует быть готовыми в этот период, в этот отрезок времени. Напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, откликнется и перекликаться будет с тем, собственно, что происходит в вашей жизни. Можете комментарии написать, отзывы, свои сообщения на эту тему. А также можете подписаться, если вы еще не подписаны. И таким образом не пропустить дальнейшие мои расклады, дальнейшие мои разборы. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что же вас ожидает. Какие карты выпадут сегодня представителям знака Стрелец? Что интересного у вас произойдет? Стрельцы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, давайте посмотрим. На понедельник у вас выпадает карта короля жезлов, то есть начинает неделю, собственно, карта короля жезлов, которая показывает вашу стихию, ваш знак, собственно, может говорить о том, что вы себя чувствуете достаточно комфортно на этой неделе, особенно в начале, когда мы видим и тройку пентаклей, и шестерку жезлов. Но на дне колоды у нас есть шестерка мечей с тузом жезлов, то есть готовность что-то поменять, готовность радикальным образом действовать, готовность следовать каким-то шансам, возможностям, подхватывать эти возможности, если они вам выпадают, какие-то шансы на успех, какие-то удачные предложения, которые могут у вас зажечь огонь перемен и желание реализовать свою силу, показать свой потенциал в каких-то новых начинаниях. То есть вы к этому готовы. Здесь об этом может идти речь. Причем по шестерке кубков вас могут поддерживать близкие родственники, 0. Опять-таки в старших арканах старший аркан уже карты шута показывает новое начало, шестерка кубков, возможно, какие-то семейные торжества и праздники, которые будут как новым периодом, новым началом вашей жизни именно на этой неделе, и готовность что-то новое начинать, которая у вас присутствует. И шестерка мечей, действительно, вы готовы к этим переменам, к этим изменениям. Давайте посмотрим на короля жезлов, который здесь у вас выпал, собственно, король жезлов. Возможно, общение с другим огненным знаком здесь подразумевается, допустим, львы, овны или стрельцы могут иметь место, действительно, поэтому карта короля жезлов могла быть, но в целом здесь о вашем желании добиваться целей, реализовывать свои таланты, возможно, здесь проявлять свою гордость, какое-то честолюбие, показывать себя с наилучшей стороны окружающим, возможность очень быстро принимать решения и реагировать в каких-то ситуациях, допустим, рабочих ситуациях здесь тоже у вас будет. То есть в целом достаточно хорошая карта на начало недели у вас, собственно, на понедельник, карта короля жезлов. Я с перевернутыми не работаю, то есть здесь я оставляю карту в таком положении, шестерка пентаклей. Возможно, здесь что-то получать в подарок, возможно, здесь получать не только материальное, но еще и какую-то поддержку от других, помощь, совет, какое-то участие со стороны других людей. И также вы готовы здесь делиться своим советом или помогать другим людям, возможно, с кем-то вместе сотрудничать по шестерке пентаклей, помогать в плане работы, быть хорошим наставником для кого-то, опять-таки в плане работы. Достаточно неплохая карта обмена энергией. Дальше идет тройка пентаклей. Здесь тоже о готовности действовать, о готовности здесь по тройке пентаклей, может быть, совместно с кем-то работать, совместно с кем-то выполнять рабочие задачи, чтобы
идти к поставленным целям. Возможно, какие-то проекты на работе, возможно, для кого-то здесь будут какие-то важные деловые документы, которые вы подписываете с тройкой пентаклей. У кого-то это может быть решительный шаг, где вы готовы подписать там договор аренды какой-то или договор, который будет каким-то важным и перспективным для вас в дальнейшем, то есть будет иметь какие-то последствия. Тройка пентаклей, она о том, что вы также уверены в том, что вы делаете. И вот вы, то, что вы делаете, чем вы занимаетесь, это может быть что-то, что вы делаете руками, это может быть какая-то вот такая рутинная работа, да, ваша, но вы знаете, что это принесет результат, вы уверены в результате, и вам нравится делать то, что вы здесь делаете. То есть достаточно неплохо, достаточно хорошая карта. Тройка пентаклей у вас на вторник, стрелицы. Тройка пентаклей. Давайте посмотрим, что же здесь еще может быть. Тройка пентаклей, карта тройка жезлов, то есть, опять-таки, совместная с кем-то работа, совместная работа, сотрудничество, готовность идти на помощь, помогать, предлагать свою помощь, то есть проявлять какое-то участие по тройке жезлов, привлекать внимание окружающих людей к вашим потребностям, к вашим каким-то целям, которые вы хотите достичь. И по тройке жезлов вы идете к этой цели. Если мы говорим о рутинной работе какой-то, может быть, вы здесь делаете шаги для того, чтобы к этой цели прийти, которую вы себе поставили, или какой-то важный шаг делаете в подписании документов, который потом в перспективе приведет вас к финансовому успеху или к повышению по службе в плане работы, да, карьерному росту. То есть какие-то улучшения. Может быть, вы ждали здесь этого момента, ждали какого-то шанса подписать бумагу или договориться с кем-то о сотрудничестве, ждали удачного момента, удачного случая. Дальше шестерка жезлов, карта победителя и карта человека, который знает, что он добился успеха как раз благодаря своей мудрости, разумности, своим талантам, возможности быть лидером и показывать себя как лидер здесь. И вы, собственно, эти качества здесь проявляете. И также здесь вы можете, кроме того, что приезжать куда-то на встречу, с кем-то видеться, с кем-то общаться, выступать где-нибудь на конференциях, на каких-нибудь мероприятиях, просто быть в центре внимания. В конце концов, вы можете здесь быть как каким-то важным звеном, да, важным человеком в вашей компании в этот день. Может быть, не знаю, может быть, у вас день рождения, и на вас здесь больше внимания обращают, чем обычно, потому что вот это ваш день. То есть здесь какие-то такие события тоже могут быть. И вас рады видеть, вас поздравлять могут, да, то есть вот она шестерка жезлов. Также здесь карта Луна, карта ваших желаний реализовать свои мечтания, свои планы, какие-то свои фантазии, да, возможно, по карте Луна. Но здесь не нужно бояться быть лидером, здесь не нужно бояться проявлять себя. Карта Луна. Дальше идет принцесса чаш, карта водного знака. Действительно, может быть общение с водным знаком зодиака. Это раки, рыбы или скорпионы. И также паж кубков — это хорошие вести, это хорошее сообщение, это какие-то хорошие возможности, которые вам здесь предлагаются, даются. Это рыбка, которая выныривает из бокала, которая предлагает вам какое-то хорошее предложение, делает, да, какие-то хорошие вести могут поступать к вам, собственно, по принцессе кубков. Давайте посмотрим, что же здесь еще в четверг. Есть карта умеренности и баланса, возможности, шанс привести к урегулированию какой-то смутной ситуации, которая могла быть со среды на четверг. Может быть, решить какой-то вопрос или прийти к какому-то урегулированию, да, найти какой-то компромисс в общении с другими людьми. Карта баланса. Дальше карта туза пентаклей на пятницу, и это карта больших возможностей, больших денег, возможности получать какие-то деньги, получать, может быть, какие-то бонусы, какую-то прибыль или какие-то подарки, то есть что-то материальное. И здесь у вас есть ощущение процветания, ощущение, что я независимый, я своей жизнью управляю независимо от финансов каких-то, что удача на вашей стороне. Здесь есть такое ощущение. Может быть, вас хвалят за что-то, что вы сделали. Это что-то ценное, важное, значимое. Может быть, денег заработали, может быть, свою карьеру таким образом выстроили. Но по тузу пентаклей вами как будто бы восхищаются, и вы чувствуете, что это ваше личное достижение, что это вы смогли, это вы сделали, собственно, и вам есть чем гордиться.
да, вы гордитесь собой здесь по тузу пентаклей. Вместе с тем есть карта башня с пятницы, собственно, на выходные, вот такой вот переход, когда по карте башня, может быть, вечером происходят какие-то изменения, где вы или сталкиваетесь с каким-то конфликтом, или возникают какие-то сложности и трудности, которые для вас были неожиданные, внезапные, спонтанные, и по карте башня для вас это будет чем-то, ну вот, да, неожиданным максимально. Может быть, здесь будет какой-то момент озарения или прозрения, связанный с недвижимостью или с крупными деньгами, или с какими-то в целом финансами. Дальше карта правосудия, желание урегулировать какой-то вопрос юридический или спорный вопрос, касающийся других людей. Здесь может быть конфликты, выяснения отношений, могут быть как-то задействованы такие знаки, допустим, как знак весы, потому что это их карта по карте правосудия. Но в целом вот карта правосудия, карта больше, да, конфликта и желания решить этот спорный вопрос. Может быть, вы куда-то даже едете по карте колесница для того, чтобы быстро принять решение, быстро какие-то вопросы урегулировать, добиться успеха в каком-то вопросе судебном или в каком-то спорном вопросе, собственно. Но вы, скорее всего, добиваетесь своей цели и в каком-то споре выигрываете, то есть добиваетесь результата положительного для себя. Карта тройка мечей, карта неприятностей, которые могут быть в воскресенье, и к этому нужно быть готовыми. По тройке мечей здесь действительно может быть ситуация какого-то конфликта или какого-то разрыва отношений или неприятностей, которые тьфу-тьфу, ну, могут произойти здесь, да, по тройке мечей. То есть что-то вам некомфортно, неприятно, что-то разбивает сердце, и, собственно, вы постараетесь по королеве кубков каким-то образом эту ситуацию сгладить, урегулировать. Или давайте посмотрим дополнительную карту. Быть более сдержанными в том, что происходит здесь в воскресенье. То есть постараться не так остро реагировать на какие-то конфликтные ситуации. Может быть, вас что-то здесь обижает, но вы постараетесь не показывать этого, не давать знать. Карта четверка кубков. Да, то есть как обида, апатия, которая может быть, но при этом вы, несмотря на то, что вы на кого-то, может быть, или обижаетесь, или чувствуете уныние, какое-то разочарование, вы стараетесь все-таки мыслить позитивно, или вас кто-то пытается приободрить здесь. Но может быть, да, действительно какая-то информация, которая к вам поступает, и вас расстраивает, или какие-то неприятности, которые вы воспринимаете как поражение, неудачу здесь происходит. Но это совершенно не повод разочаровываться, потому что вокруг вас есть люди, которые вас стараются поддерживать, которые вас любят, которые говорят вам какие-то приятные вещи. Собственно, по королеве кубков очень много внимания, очень много эмпатии, да, в ваш адрес. Поэтому я не думаю, что здесь что-то плохое будет. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для стрельцов, я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.